Приветствую! Представляю вашему вниманию обзор научной работы с новыми генетическими данными 317 человек и общей выборкой в 1600 образцов древних людей от Атлантического океана до озера Байкал, которые заполняют пробелы в наших знаниях во времени и пространстве. Речь пойдет о популяционной структуре охотников и собирателей после максимума последнего оледенения, об основных генетических изменениях в Западной и Восточной Европе, а также об охотниках и собирателях к востоку от Урала. Также в работе выяснены важные детали происхождения представителей культуры шнуровой керамики. Так что приятного просмотра и не забывайте про поддержку канала, что очень важно. А источники, как обычно, в описании. Вступление. Генетическое разнообразие человеческих популяций Западной Евразии в значительной степени сформировалось в результате трех основных доисторических миграций. Миграция охотников-собирателей, а именно анатомически современных людей, находящихся на ранней стадии социально-экономического развития, которые занимали территорию примерно с 45 тысяч лет назад. При этом вклад в последующие популяции внесли выжившие их линии после последнего ледникового максимума, около 25-19 тысяч лет назад. Далее гораздо еще более существенный вклад внесли ранние неолитические земледельцы, пришедшие из Ближнего Востока примерно с 11 тысяч лет назад. А степные скотоводы, распространившиеся из причерноморско-каспийской степи около 5000 лет назад, принесли третью основную генетическую компоненту в популяции Западной Евразии. Аутосомный генофонд практически всех европейских популяций по большей части состоит из различных пропорций этих предковых компонент, при этом независимо, какие у них гаплогруппы. Многие этого не хотят понимать и отталкиваются либо от современных, либо от известных древних народов и их линий, или региональных культур, без учета того, как они сформировались и появились на той или иной территории. При этом, без знания и понимания того, как и кем заселялись территории с самого начала, очень тяжело объяснить состав более близких к нам по времени популяций, особенно людям, у которых ошибочное представление об однородительских маркерах в виде гаплогрупп, а знания истории начинаются от более близких к нам по времени культур и народов. Также хочу отметить, что в качестве географических названий упоминаемых территорий используются относительно современные названия на момент публикации. И замечания про то, что в палеолите или бронзовом веке не было таких стран, выглядят крайне неадекватно, но сталкивался с этим уже не раз. Еще более неадекватно выглядят просьбы озвучить названия современных народов в палеолите, неолите и бронзовом веке. Но продолжим. Европейский континент заселялся людьми современной анатомии в несколько волн. При этом не все линии этих людей были предками современных. Первые сапиенсы Европы более 40 тысяч лет назад пересекались и скрещивались с неандертальцами, пока те совсем не вымерли. Об этой примеси свидетельствуют геномы людей из пещеры Бачо-Кира в Болгарии, связанных с археологической культурой начального верхнего палеолита, и со стоянки Паштера-Коуаси в Румынии. Другие люди того периода, такие как женщина из пещеры Златой Кун Чехии и человек из устья Шима России, не несут в своих геномах значительного количества неандертальского вклада, чем другие неафриканские группы. При этом люди, жившие в Европе более 40 тысяч лет назад, не оставили существенных следов в генетическом составе современных евразийских популяций, что говорит о том, что они в значительной степени вымерли или были ассимилированы последующими группами людей современной анатомии. В те времена на демографию древних людей влияли различные факторы, в том числе и климатические. Пик похолодания во время последнего ледникового максимума был около 21 тысячи лет назад, когда Северная Европа была в значительной степени покрыта льдом, а южная граница ледниковых щитов проходила через Германию и Польшу. Многие участки Европы стали холодными пустынями, с тундростепями и лесостепями на побережье Средиземного моря, а люди и животные переместились в южные широты, о чем свидетельствует, например, салютрейская культура на Пиренейском полуострове и на юге Франции. Другими предложенными рефугиумами или климатическими убежищами в тот период были Апеннинский полуостров, Балканы и юго-восточная часть Европейской равнины. А в результате постледниковой колонизации палеогенетический анализ выявил разделение популяции охотников-собирателей на западных и восточных. Источники родословной западных охотников-собирателей связаны с носителями эпигравецкой, азильской и других эпипалеолитических культур генетического кластера Виллабруна, появление которого обусловлено миграциями в конце ледникового периода
и появлением новой генетической компоненты, связанной с Ближним Востоком того времени, начиная с Бёллинг-Аллерёдского потепления около 14 тысяч лет назад, что археологически коррелирует с культурными переходами. А родословная восточных охотников-собирателей демонстрирует дальнейшую примесь с верхнепалеолитическими популяциями Сибири, древними северными евразийцами. Предковый состав западных охотников-собирателей был регионально изменчивым в мезолитических популяциях. Если охотники и собиратели из Британии и северо-западной континентальной Европы продемонстрировали однородный состав от палеолита и мезолита, а также вплоть до неолитической экспансии около 6000 лет назад, то их коллеги из Испании представляли собой смесь людей из двух рефугиумов, когда к генетическому профилю кластера Виллабруна добавляется примесь от более ранних местных пиренейских охотников-собирателей, связанных с салютрейской и мадленской культурами Верхнего Палеолита. Этот генетический профиль сохранился во время последнего ледникового максимума в Юго-Западной Европе около 25-19 тысяч лет назад. А время появления примеси, сформировавшей восточных охотников-собирателей, оценивается в 13-15 тысяч лет назад. Однако ее пропорции в популяциях, по-видимому, соответствуют клине, которая в целом коррелирует с географией. Так, охотники-собиратели Прибалтики и Украины демонстрируют большее сходство с предками кластера Виллабруна, чем охотники и собиратели из западной части современной России, у которых было больше вклада от древних северных евразийцев. В свою очередь, скандинавские охотники и собиратели продемонстрировали различные пропорции смеси западных и восточных охотников и собирателей в позднем мезолите. Стоит отметить, что охотники и собиратели мезолита, и тем более палеолита, были очень разнообразны и неоднородны, но из-за ограниченного количества данных наши знания о мезолитической структуре населения и процессах демографического смешения долгое время были скудны и содержали существенные хронологические и географические пробелы в информации. Отчасти это объясняется малым количеством хорошо сохранившихся мезолитических человеческих останков возрастом более 8000 лет, а отчасти и потому, что большинство исследований древней ДНК, посвященных периодам мезолита и неолита, были ограничены преимущественно находками из Европы. Хотя давно напрашивается более детальная классификация охотников и собирателей по их характерным отличиям. Так, археологические данные указывают на условную границу от Восточной Балтики до Черного моря, к востоку от которой сообщества охотников и собирателей существовали гораздо дольше, чем в Западной Европе, несмотря на аналогичное расстояние до центра распространения раннего земледелия на Ближнем Востоке. Компоненты восточного и западного происхождения у охотников-собирателей в этом пограничном регионе сильно различаются, но более точные представления о демографических процессах, связанных с разделением на восток и запад, и о динамике численности населения к востоку от Европы, включая Северную и Центральную Азию за тот же период времени, весьма ограничены. В этих регионах термин «неолит» характеризуется культурными, экономическими и социальными изменениями, а также использованием керамики. К примеру, неолитические культуры степей Центральной Азии и таежного пояса России уже изготавливали керамику, однако продолжали вести прежний образ жизни с присваивающей экономикой, как у предшествующих мезолитических культур охотников-собирателей, с различными инновациями в зависимости от условий среды обитания. Однако пока недостаточно данных для понимания того, как неолитизация отличалась по своим срокам, механизмам и последствиям в разных уголках Евразии. В Европе, кроме восточной ее части, переход от охоты и собирательства к земледелию сопровождался прибытием мигрантов ближневосточного происхождения, практикующим производящее хозяйство на основе одомашненных растений и животных, с последующим значительным ростом населения. В юго-восточной, центральной и западной Европе анатолийские земледельцы впоследствии в некоторой степени смешались с местными охотниками и собирателями, а на территории Британии прибывшие с континентальной Европы ранние европейские земледельцы полностью заменили местных охотников и собирателей. А вот в восточно-балтийском регионе наблюдается заметно иная модель неолитизации, с появлением одомашненных животных только при появлении культуры шнуровой керамики около 4800 лет назад. Аналогичным образом в Северном Причерноморье люди с генетическим профилем мезолитических охотников и собирателей тысячелетиями сосуществовали с земледельческими группами, расположенными дальше на запад.
И третий, крупнейший генетический пласт в истории европейских популяций, связан со степными скотоводами раннего бронзового века, как представители ямной культуры около 5000 лет назад. Этот генетический профиль быстро распространился по Европе посредством экспансии как носителей культуры шнуровой керамики, так и родственных ей культур. Хотя предыдущие исследования выявили эти крупномасштабные миграции в Европу и Центральную Азию, основные аспекты, касающиеся демографических процессов, не решены. Ямная или степная родословная в общих чертах характеризовалась как смесь восточноевропейских и кавказских охотников-собирателей, образовавшаяся в результате гипотетической смеси северного степного и южного кавказского источников. Однако точное происхождение этих предковых источников не было установлено. Более того, за некоторым исключением, известные гаплогруппы Y-хромосомы представителей ямной культуры не соответствуют гаплогруппам, обнаруженным у европейцев после 5000 лет назад, и происхождение этой отцовской линии также не установлено. К тому же, степная родословная в Европе до сих пор была выявлена только в смешанной форме, а детали и механизмы, с помощью которых эта родословная впоследствии распространилась вместе с культурой шнуровой керамики, оставались неясными. В новой работе ученые под руководством Эски Виллерслева из образцов, датированных радиоуглеродным методом при помощи ускорительной масс-спектрометрии, секвенировали геномы 317 человек. 309 из них датируются периодом от 11 до 3000 лет назад, а совместно с ранее опубликованными данными получилась выборка в 1600 древних геномов, секвенированных с помощью метода дробовика. Кстати, многие люди не проверяют информацию, которую смотрят или читают. На этом канале обзоры новейших научных работ по темам канала из международных рецензируемых научных журналов, а не чье-то диванное мнение. Подробные данные о методах, таблицы и дополнительная информация, часто даже с описанием археологического контекста, как на 300 страниц в этой работе, по ссылке на источник в описании. Всего я физически не смогу за такое время озвучить, и так долго делаю ролики. При этом очень много людей с ограниченным знанием и пониманием методов генетики требуют больше упоминать гаплогруппы в работах с полногеномными данными. То есть, когда предоставлены данные по 23 парам хромосом, а именно по 22 парам аутосом с парой половых хромосом, они требуют информацию только по 2 или вообще по одной. Это как попросить из всех букв алфавита оставить в тексте только 1 или 2 и утверждать, что теперь текст стал понятнее, потому что его можно додумать как угодно. Одно дело, когда в прошлом полногеномные анализы были менее доступны. Но теперь это как-то странно выглядит. Если не понимаете методов, то они есть в открытом доступе. Можно же ознакомиться. Ссылки в самих работах тоже в помощь. Но продолжаю. Географически 317 отобранных образцов охватывают обширную территорию Евразии. По широте от Атлантического океана до озера Байкал, а по долготе от Скандинавии до Ближнего Востока. И происходят из контекстов, которые включают курганы, пещеры, болота и дно водоемов. Географически образцы можно разделить на 3 региона. Первый – Центральная, Западная и Северная Европа. Второй – Восточная Европа, включая западную часть России, Беларусь и Украину. И третий – Урал и Западная Сибирь. Образцы включают представителей многих ключевых культур Западной Евразии, мезолита, неолита и последующих периодов, такие как маглемозы, эртёбле, воронковидных кубков и шнуровой керамики или одиночных погребений в Скандинавии, импресса или кардиумной керамики в Средиземноморье, кёрёш или линейно-ленточной керамики в Юго-Восточной и Центральной Европе и многие археологические культуры Украины, западной части России и Зауралья, как Веретье, Льяловская, Волосовская, Китойская и другие. Выборка была особенно плотной в Дании, где сотня геномов охватывала период от раннего мезолита до бронзового века. Обширная выборка была также получена из Украины, Западной России и Зауралья, охватывая период от раннего мезолита до неолита, примерно до 5000 лет назад. Результаты. Полученный набор генетических данных позволил при анализе главных компонент использовать за основу древние геномы и уже на них спроецировать положение современных популяций, а не наоборот, как это было во многих предыдущих исследованиях. И хотя результаты согласуются с тем,
что древние люди сильнее друг от друга генетически отличались, чем современные, такой подход позволил выявить еще более значительные генетические различия между древними людьми, которые ранее не наблюдались, что отражает меньший эффективный размер их популяции и большую генетическую изоляцию. Чтобы получить более точную генетическую характеристику в пространстве и времени, авторы использовали попарную идентификацию сегментов ДНК, идентичных по происхождению, чтобы сгруппировать анализируемых людей в связанные кластеры сходного генетического происхождения, а не по культурным или территориальным признакам. В более крупном масштабе они отражали ранее описанные группы западных и восточных охотников-собирателей, а вот в более мелком масштабе они сгруппировались не только в пределах ограниченных пространственно-временных диапазонов или археологических контекстов, но также продемонстрировали ранее неизвестные связи в более широких географических диапазонах. Полученные кластеры далее использовались для моделирования состава предков последующих популяций. Кстати, чтобы лучше понимать очередность примесей и другие подробности из исследования, лучше всего смотреть на графику на экране или в текстовых вариантах обзоров. Если кто хочет более полные данные, напоминаю, ссылки на источники и расширенные данные я даю в описании. Популяционная структура охотников и собирателей после максимума последнего оледенения. До последнего ледникового максимума популяции Евразии довольно сильно отличались и в разной степени смешивались с неандертальцами. Некоторые популяции пока остаются гипотетическими, как, к примеру, так называемые базальные евразийцы с незначительной или нулевой примесью от неандертальцев. Их прямых образцов, подтвержденных генетикой, на данный момент нет, но генетические следы этой популяции были обнаружены у охотников-собирателей Кавказа и Западной Азии Верхнего Палеолита, а также у более поздних западноевропейских охотников и собирателей. В данной работе авторы сообщают о генетических данных, полученных из зуба женщины, жившей около 26-25 тысяч лет назад в окрестностях карстового грота Котия-Скалде в современной Грузии. Не путать с более молодыми образцами кавказских охотников-собирателей из этого археологического комплекса, у которых было менее 20% этой кавказской родословной Верхнего Палеолита. А сам геном этой представительницы Кавказа Верхнего Палеолита представляет собой смесь 76% западноевропейских охотников-собирателей Верхнего Палеолита, то есть до максимума последнего оледенения, и 24% базальных евразийцев. Кстати, популяции Ближнего Востока Верхнего Палеолита почти наполовину произошли от базальных евразийцев, которые практически не имели примеси неандертальцев и отделились от других неафриканских линий еще до их разделения между собой. При этом западноевропейские охотники-собиратели, жившие после последнего ледникового максимума, моделируются как итоговая за несколько событий смесь 46% популяций, связанных с Кавказом Верхнего Палеолита, 22% древних европейцев, живших около 33-37 тысяч лет назад, связанных со стоянками Сунгирь и Костенки, и 32% древних популяций, связанных с Сибирью Верхнего Палеолита, как представитель стоянки Мальта возрастом 24 тысячи лет, то есть древних северных евразийцев. В свою очередь, восточноевропейские охотники-собиратели моделируются как смесь 58% популяций, связанных с обитателями стоянки Мальта в Прибайкалье, 28% популяций, связанных с Кавказом Верхнего Палеолита, как женщина из Котия-Скалде, но в разные периоды, сначала 24%, а потом 4%, и 14% представителей Западной Азии Верхнего Палеолита. Эта смесь также проходила в несколько этапов. Тем самым, новые данные подтверждают генетическое разделение охотников и собирателей в Восточной и Западной Европе после максимума последнего оледенения, когда люди снова расселялись по Евразии. При этом эти различия сохранялись на протяжении всего мезолита. В анализе примесей эти сложносоставные генофонды представлены отдельными компонентами, а различия между ними, а именно между западноевропейскими и восточноевропейскими охотниками-собирателями мезолита, максимально выражены у представителей Италии возрастом от 15 до 9 тысяч лет и северо-запада современной России возрастом от 11 до 8 тысяч лет. Кстати, в представлении сложных процессов не стоит забывать о временных промежутках, о которых идет речь. Что касается североевропейских охотников и собирателей, то они отличались по пропорциям смеси компонент, как у западноевропейских и восточноевропейских охотников-собирателей, за исключением Дании,
где популяции продемонстрировали южноевропейское происхождение и были генетически схожи с охотниками-собирателями из Италии возрастом от 15 до 9 тысяч лет. Причем эта родословная сохранялась в регионе на протяжении 5000 лет. В целом результаты указывают на то, что существовало по меньшей мере 3 отчетливые волны миграции охотников и собирателей в Скандинавию. Первая волна связана с миграцией людей южноевропейского происхождения на территорию Дании и прибрежной части юго-западной Швеции. Вторая волна в Прибалтику и юго-восточную Швецию связана с популяциями из юго-восточной Европы. И третья волна миграции на крайний север Скандинавии, а затем на юг вдоль Атлантического побережья Норвегии, связана с охотниками и собирателями с северо-запада современной России. Эти миграции, вероятно, представляют собой постледниковую экспансию из рефугиумов или районов убежищ, общих как для людей, так и для многих видов растений и животных. Стоит отметить, что генофонд европейских охотников-собирателей Верхнего Палеолита, живших до максимума последнего оледенения, был в значительной степени заменен генофондом, происходящим из рефугиума в Южной Италии. На Пиренейском полуострове самые древние образцы из этого исследования, в том числе охотника-собирателя возрастом около 9500 лет, из бухты Санта-Майра на востоке Испании, показали преимущественно южноевропейское происхождение с незначительным вкладом охотников и собирателей Верхнего Палеолита, который, вероятно, отражает генофонд, связанный с Мадленским периодом до максимума последнего оледенения. А более поздние жители Северо-Пиренейского полуострова были ближе к охотникам и собирателям Юго-Восточной Европы, демонстрируя около 40-30% вклада балканских охотников-собирателей. Поток генов, связанных с охотниками и собирателями Юго-Восточной Европы, был направлен и в Восточную Европу после мезолита, на территорию современной Украины и далее. А у 2 человек из могильника мариупольского типа раннего энеолита, близ хутора Голубая Креница на юге Воронежской области, возрастом около 7300 лет, генетический профиль состоял уже из смеси более ранних охотников-собирателей с территории Украины с вкладом от 18 до 24% из источника, связанного с охотниками-собирателями Кавказа. Поэтому на графике анализа главных компонент они отклонены в сторону популяций Ирана и Кавказа. По расчетам, эта примесь произошла примерно 8300 лет назад. Результаты указывают на более ранний генетический контакт между популяциями Кавказа и степи, еще до появления культур кочевников при Черноморско-Каспийской степи. Помимо этого, этот контакт задокументирован западнее, чем предполагалось ранее. Кстати, вот обратите внимание, что генетический состав одинаков даже у людей с разными гаплогруппами. И наоборот, здесь наглядно видно, как по всему геному отличаются люди с одинаковыми линиями гаплогрупп. Основные генетические изменения в Европе. Предыдущие исследования древней геномики задокументировали несколько эпизодов крупномасштабной смены населения в Европе за последние 10 тысяч лет. Но 317 новых геномов из данной работы заполняют важные пробелы в наших знаниях. Анализ выявил глубокие различия в пространственно-временной динамике, неолитизации между восточной и западной частями Европы вдоль пограничной зоны, простирающейся от Черного моря до Балтийского. К западу от этой пограничной зоны переход к неолиту сопровождался крупномасштабными сдвигами в генетической родословной от местных охотников-собирателей к земледельцам анатолийского происхождения. Этот переход, в зависимости от региона, охватывал обширный период времени – более 3000 лет. От самых ранних свидетельств на Балканах около 8700 лет назад до 5900 лет назад в Дании. В последующие периоды смешение между ранними европейскими земледельцами и местными охотниками-собирателями привело к частичному увеличению родословной охотников и собирателей во многих регионах Европы, но этот вклад редко превышал 10%, помимо заметных исключений, наблюдаемых у людей из района Железных ворот на границе современной Сербии и Румынии, и Швеции, у носителей культуры ямочной керамики, а также у носителей культуры кардиумной керамики раннего неолита из Португалии, которые по оценкам содержат от 27 до 43% вклада от охотников и собирателей, как представители Пиренейского полуострова возрастом от 9 до 7 тысяч лет. А обитатели эпохи неолита с территории современной Дании
продемонстрировали до 25% генофонда охотников-собирателей, но преимущественно не местных. Также обнаружены региональные различия в происхождении последующих неолитических групп. Так, последующие неолитические популяции Западной Европы происходят от ранних земледельцев Южной Европы, а в последующие неолитические группы Восточной Европы и Скандинавии внесли свой вклад преимущественно ранние земледельцы Центральной Европы. А вот с восточной стороны упомянутой пограничной зоны на территории Прибалтики, Украины и западной части России не наблюдается существенных генетических изменений, а предковой линии местных охотников и собирателей без заметного вклада от анатолийских земледельцев сохраняются примерно до 5000 лет назад. Эта генетическая преемственность согласуется с археологическими данными, которые свидетельствуют о сохранении в этом обширном регионе групп охотников, рыболовов и собирателей, которые использовали керамику, но не практиковали земледелие и животноводство еще несколько тысяч лет. А вот около 5000 лет назад в Евразийской степи произошли крупномасштабные демографические события, в результате которых степная родословная быстро распространилась как на восток, так и на запад, ознаменовав конец значительных генетических различий между популяциями. Причем это произошло в 3 раза быстрее, чем во времена неолитизации, приблизительно за 1000 лет, с момента первого появления в Прибалтике около 4800 лет назад. Уже через 600 лет эта родословная была отмечена у образцов от Британии до Пиренейского полуострова. Примечательно, что из-за задержки в неолитизации южной части Скандинавии на этой территории произошло 2 эпизода крупномасштабных генетических изменений всего за 1000 лет. В данной работе авторы показывают, что состав степной родословной может быть смоделирован как смесь примерно 65% компонент, связанных с охотниками-собирателями, использующими керамику, из Среднего Дона, как люди из могильника мариупольского типа «Голубая креница», раннего энеолита, на юге Воронежской области, возрастом около 7300 лет, и 35% компонент, связанных с охотниками и собирателями Кавказа, возрастом от 13 до 10 тысяч лет. Таким образом, охотники-собиратели Среднего Дона, которые уже имели родословную, связанную с кавказскими охотниками-собирателями, являются неизвестным до сих пор ближайшим так называемым северным источником большей части родословной у людей, связанных с ямной культурой. При этом генетический состав людей из могильника «Голубая креница» отличается от такового у других древних людей из могильников мариупольского типа Приднепровья. Однако распространение степной родословной в Европе связано с культурой шнуровой керамики, носители которой представляют собой смесь предковых линий, связанных со степью и неолитическими земледельцами, происхождение которых может быть связано исключительно с культурой шаровидных амфор. Это наблюдение имеет большое значение для понимания возникновения культуры шнуровой керамики, хотя уже давно высказывались предположения о стилистической связи между керамикой культур шаровидных амфор и шнуровой керамики, включая использование сосудов в виде амфор и узоры, выполненные шнуром. При этом незадолго до появления самых ранних групп культуры шнуровой керамики восточные группы культуры шаровидных амфор и западные группы ямной культуры обменялись культурными элементами в лесостепной переходной зоне к северо-западу от Черного моря, где керамические амфоры и кремниевые топоры культуры шаровидных амфор были включены в погребение ямной, а типичное для ямной использование охры встречалось в погребениях культуры шаровидных амфор, что указывает на тесное взаимодействие между этими группами. Предыдущие генетические анализы нескольких людей из зоны контакта предполагали, что эти контакты были ограничены культурным влиянием, а не примесью. Однако в свете новых генетических данных похоже, что эта зона и, возможно, другие подобные зоны контакта между культурой шаровидных амфор и группами из степи, как из ямной культуры, были ключевыми в формировании культуры шнуровой керамики, благодаря которой генетические компоненты, связанные со степью и культурой шаровидных амфор, распространились далеко на запад и север, что привело к регионально разнообразным ситуациям взаимодействия и смешения. При этом распространение культуры шнуровой керамики происходило преимущественно благодаря связям, которые были выстроены культурой шаровидных амфор в предшествующие периоды. Но несмотря на сходство по аутосомным данным, различные линии гаплогрупп Y-хромосомы у представителей культур шнуровой керамики и ямной предполагают, что известные на данный момент образцы представителей ямной культуры
не подходят в качестве непосредственного источника степной родословной у носителей культуры шнуровой керамики. Это предположение было подтверждено моделированием предковых компонент у европейцев со степным происхождением возрастом от 3000 лет, с участием представителей родственных Ямной и Афанасьевской культур, потому как модели показывают, что представители Афанасьевской культуры, хоть и незначительно, но оказались более лучшим источником степной родословной у европейцев, несмотря на разное географическое распространение. Поэтому для поиска непосредственного источника степной родословной у представителей культуры шнуровой керамики требуется еще больше данных со всей степи. Стабильность популяции охотников-собирателей к востоку от Урала. В отличие от значительного числа геномов древних охотников-собирателей из Западной Евразии, которые были изучены до настоящего времени, геномные данные охотников-собирателей к востоку от Урала были скудны. Эти регионы характеризуются ранним появлением керамики из районов, расположенных дальше к востоку. Они были населены сложными сообществами охотников-собирателей с постоянными, а иногда и укрепленными поселениями. В данной работе сообщается о 38 новых образцах, 28 из которых от охотников-собирателей, использующих керамику 8300–5000 лет назад. Большинство из этих геномов попадает на неолитическую степную клину, которая охватывает сибирские лесостепные зоны, бассейнов рек Иртыш, Ишим, Обь и Енисей, а также озеро Байкал. Эти охотники и собиратели могут быть смоделированы как смесь компонент из 3 генетических кластеров. Первая компонента западносибирских охотников-собирателей возрастом от 8300 до 7000 лет доминировала в западной части лесостепной зоны. Вторая компонента охотников-собирателей Северо-Восточной Азии возрастом около 7500 лет или древних северо-восточных азиатов из пещеры Чертовы ворота в Приморье была максимально выражена у популяции Байкала. И третья компонента представлена палеосибирской родословной возрастом 9800 лет, как у обитателя Дуванного Яра в низовьях реки Колымы. Она снижалась по мере удаления от озера Байкал на запад. Напомню, что люди объединены в кластеры на основании сегментов ДНК, идентичных по происхождению, а не по географическим или культурным критериям. Чтобы лучше понять, кто входил в эти кластеры, нужно смотреть на графику. Авторы использовали эти кластеры также и для исследования пространственно-временной динамики генетического состава в степи и районе озера Байкал после неолита. Результаты подтверждают увеличение компоненты охотников-собирателей лесостепи возрастом от 7000 до 3600 лет у жителей Байкала позднего неолита ранней бронзы. Однако родословная, относящаяся к этому кластеру, уже наблюдалась у вновь описанных неолитических охотников-собирателей как у озера Байкал, так и вдоль Ангары на севере около 7000 лет назад. У 2 мужчин Байкала была определена гаплогруппа Y-хромосомы Q1B1, характерная для последующих групп позднего неолита ранней бронзы из того же региона, что совместно с расчетной датой примеси около 7300 лет назад позволяет предположить, что поток генов между охотниками-собирателями Байкала или со степей Южной Сибири уже был во времена раннего неолита, что согласуется и с археологическими данными. Новые образцы также проливают свет на генетическое происхождение носителей окуневской культуры раннего бронзового века в Минусинской котловине на юге Сибири. Ее представителей можно смоделировать как смесь сибирских охотников-собирателей лесостепной зоны из кластеров возрастом с 6700, 4600 и 7000–3600 лет, со степными скотоводами возрастом от 5 до 4300 лет, связанными исключительно с афанасьевской культурой. Время этой примеси датировано около 4600 лет назад. А примерно 3700 лет назад жители в степном регионе и у озера Байкал демонстрируют уже заметно отличающиеся генетические профили. Ранние стадии этого перехода характеризуются притоком предков, связанных со степью, количество которых снижается со временем от 70% на начальном этапе. Аналогичной динамике в Западной Евразии происхождение, связанное со степью, здесь соотносится с таковым, как у представителей культуры шаровидных амфор с территории современной Польши возрастом от 5 до 4700 лет,
подтверждая ранее задокументированный поток генов от групп из культуры шаровидных амфор в соседние группы степи или со степи, а также поток этой уже смешанной с европейскими земледельцами родословной дальше на восток, уже с синташтинской и андроновской культурами в бронзовом веке. Однако у людей из окуневской культуры отсутствует вклад от людей культуры шаровидных амфор, а люди со степным происхождением, начиная от 3700 лет назад, демонстрируют чуть большую близость к ямной, чем к афанасьевской культуре, что указывает на две волны миграции западных степных скотоводов на восток. Первая волна в раннем бронзовом веке была связана с ямной культурой, а вторая позже была связана с синташтинской и андроновской культурами. Более поздние этапы этого переходного периода характеризуются увеличением родословной, связанной с иранскими земледельцами Центральной Азии и древними северо-восточными азиатами Приморья. Суммарно эти результаты показывают, что на востоке Евразийской степи родословная охотников и собирателей со сложной генетической структурой сохранялась и преобладала значительно дольше, чем в Западной Евразии, пока менее чем 4000 лет назад по степи не прокатились волны миграций, которые привнесли в регион одомашненные породы лошадей с последующим появлением нового снаряжения для верховой езды и колесниц со спицами. Также эти миграции способствовали распространению проса в качестве сельскохозяйственной культуры. Социокультурные изменения. Закономерность распределения сегментов ДНК, идентичных по происхождению между людьми, продемонстрировали снижение родства внутри кластеров с течением времени, как в западной, так и в восточной частях Евразии, что согласуется с увеличением эффективного размера популяции в течение этого времени. Однако наблюдаются заметные демографические различия между Западной и Восточной Евразией. Если на Западе во время перехода к неолиту, около 9-6 тысяч лет назад, люди с родословной анатолийских земледельцев демонстрируют снижение доли сегментов ДНК, идентичных по происхождению, по сравнению с охотниками-собирателями, то на Востоке генетическое родство оставалось высоким примерно до 4000 лет назад, что согласуется с гораздо более длительным существованием небольших локализованных групп охотников-собирателей. Помимо этого, анализ сегментов гомозиготности не выявил значительного числа близкородственных связей, только 29 из 1396. При этом каких-то пространственно-временных или культурных закономерностей в распределении близкородственных связей обнаружено не было. Зато авторы задокументировали первый случай однородительской дисомии по древнему геному, когда человек получает две копии хромосомы или части хромосомы от одного родителя и ни одной копии от другого. Эта особенность обнаружена у представителя истемясовских курганов позднесарматской культуры возрастом около 1700 лет. Также были выявлены люди с различной степенью родства. Итоги. Появление и сокращение генетического разрыва. После максимума последнего оледенения, около 25-19 тысяч лет назад, во время расселения древних людей по Евразии, установилось четкое генетическое разделение между Востоком и Западом по линии от Черного моря до Балтийского, что отражено и в археологических данных. Это разделение сохранялось на протяжении всего мезолита и неолита. В Восточной Европе распространение земледелия происходило с опозданием примерно на 3000 лет, и эта задержка может быть связана с особенностями окружающей среды, поскольку регионы к востоку от условной границы имеют более континентальный климат и более суровые зимы, возможно, менее подходящие для ближневосточных методов ведения земледелия. На этих территориях сохранились высокоразвитые сообщества охотников-собирателей со стабильными, сложными, а иногда и укрепленными поселениями, с обменом на большие расстояния и крупными кладбищами. Рацион, включающий пресноводную рыбу, зафиксирован как по изотопным данным из этого исследования, так и по анализам остатков липидов в керамике. В северных лесных районах этой пограничной зоны сообщества охотников-собирателей сохранялись вплоть до появления культуры шнуровой керамики около 5000 лет назад, тогда как в южных и восточных степных регионах охота и собирательство со временем были дополнены животноводством с крупным рогатым скотом и овцами и, возможно, коневодством в Центральной Азии, но этот факт еще под вопросом. Некоторые из этих групп, такие как представители хвалынской культуры Северного Кавказа и Среднего Поволжья, стали свидетелями появления мужских сообществ
вовлеченных в широкомасштабные обменные связи на основе медных изделий с Восточной и Центральной Европой, а также Кавказом. Поселения в то время были приурочены в основном к равнинным поймам и долинам рек, тогда как степной пояс оставался в значительной степени неиспользованным. Окончательное исчезновение этой генетической, экономической и социальной границы было вызвано событиями, развернувшимися в степном регионе. Здесь археологически можно наблюдать две временные фазы технологических инноваций. Широкое распространение колесных повозок, запряженных валами около 5500 лет назад, и более позднее развитие колесниц со спицами и верховой езды. Начиная еще с первой фазы инноваций, в сочетании с возможными изменениями условий окружающей среды, степь стала выгодной экономической зоной, которая позволила группам по типу ямной культуры эксплуатировать степь в качестве кочевых степных скотоводов около 5000 лет назад. А поселения эпохи неолита вдоль речных долин были заменены этой новой формой мобильной экономики на основе скотоводства, которая окончательно разрушила генетическую границу, существовавшую в предыдущие тысячелетия. Далее, после второй фазы инноваций, около 4000 лет назад, изобретение боевых колесниц и использование проса в качестве продовольственной культуры позволили андроновцам и родственным им группам окончательно распространиться на восток, в Среднюю Азию и за ее пределы, оставив глобальное наследие в виде распространения индоиранских языков. Это исследование внесло свою лепту в наши знания о прошлом, особенно касательно степных миграций. Во-первых, авторы выявили до сих пор неизвестный источник родословной, который способствовал появлению степных скотоводов. На его роль хорошо подходили охотники-собиратели Среднего Дона, как люди из могильника мариупольского типа «Голубая Креница», раннего энеолита на юге Воронежской области, возрастом около 7300 лет. А во-вторых, было определено, что степная родословная, которая распространилась по Европе, благодаря представителям культуры шнуровой керамики, сформировалась в результате культурного и генетического слияния степных культур, родственных ямной культуре и культуре шаровидных амфор. При этом, благодаря своему смешанному культурному и генетическому происхождению, носители культуры шнуровой керамики практиковали смешанную экономику, используя различные стратегии выживания в различных условиях. Такая гибкость в значительной степени способствовала их успеху в расселении и адаптации к очень разным экологическим и климатическим условиям за очень короткий период времени. А я благодарю за внимание и прошу поддержать канал, который держится преимущественно благодаря поддержке некоторых зрителей.